Людо, что там? Людо? Знаю. Сделаю уроки и уберусь в комнате, папа. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Ямакаси «Новые самураи» 2001 года, Ямакаси «Les Samurais de Temps Moderne», французский фильм Ариэля Зейтуна о жизни группы из 7 трейсеров Ямакаси в Париже. Приключенческий фильм Ямакаси 2001 года, как и «Такси» 1998 года, на сегодняшний день является одним из самых известных продюсерских проектов легендарного Люка Бессона. Современным подросткам этот фильм полюбился еще в детстве, а сейчас многие любят иногда пересмотреть его онлайн. Ямакаси «Свобода движения» 2001 года относится к классическим фильмам про паркур. Фильм имеет продолжение Ямакаси 2 2004 года «Сыны ветра» с теми же актерами. Я хочу лишь покоя. Они здесь! Ребята, сюда! Они здесь! Быстрей! Сматываемся! Фильм «Ямакаси. Новые самураи», обошедшийся в 7 миллионов евро, пользовался большим успехом во французском прокате, вызвав повышенный интерес у 3 с лишним миллионов зрителей, а также сделал неплохие сборы в других странах мира. Фильм «Ямакаси. Новые самураи» иногда считают пародией на всевозможные американские боевики, хотя его следовало бы считать осовремененной урбанистической версией классической японской ленты «Семь самураев» 1954 года Акиры Куросавы. Тем более, что и в подзаголовке есть упоминание про самураев, звучащее из уст комиссара полиции. У японцев 7 самураев, у американцев великолепная семерка, к несчастью, нам достались 7 обезьян. Важно отметить, что интернациональный состав современных самураев Ямакаси отражает нынешнюю мешанину самых разных рас, культур и менталитетов в образе жизни Парижа, похожего на Новый Вавилон. Итак, у японцев 7 самураев, у американцев великолепная семерка. К несчастью, нам достались 7 обезьян. Поэтому дайте им понять, что город это не зоопарк. Если до конца недели не будет результатов, я вызываю спецназ, и здесь наведут порядок. За работу. Фильм «Ямакаси. Новые самураи», актеры и роли. Махер Камун, Висент Асмин, друг Ямакаси, полицейский. Чао Бель, Дин Оливер Чан, бейсбол. Уильямс Бель, Брюно Дюрис, паук. Малик Диуф, Малик Индиай, пушок. Ян Нотра, Усман Даджакан, музыкант. Гиллен Нгуба, Бои Абду Нгота, ракета. Шаль Перьер, Усман Бана, бык. Лоран Пьемонтези, Жан-Мишель Люка, танцор. Бруно Флендер, Мишлен, толстяк, друг Ямакаси. Паскаль Лихер, Арсини, комиссар полиции. Там было 2 бандита! Нет, 3 здоровых амбала. Нет, 5. Бритоголовые, не хватало только свастики. Их было 6. Они избивали бедную женщину. Потом засунули ее в шкаф. И мы бросились на них, накостыляли им. Да, мы их избили, но вы бы на нашем месте поступили точно так же. И вдруг вой сирен. Бегут полицейские. А бандиты слиняли. Как обычно. С нашими рожами нам ни за что не поверят. Полицейские начали нас стрелять. Не выслушали нас. Мы испугались, это правда. Ямакаси впервые появились в фильме Люка Бессона «Такси 2» 2000 года, исполнив роль неуловимых ниндзя. Оригинальное название фильма Ямакаси 2001 года звучит как «Ямакаси Les Samurais de Temps Moderne», что в переводе с французского означает «Ямакаси самураи современности». Картину Ямакаси «Свобода движения» 2001 года снимали в Париже. Исполнители ролей выполняли самостоятельно большинство опасных трюков. Изначально режиссер Ариэль Зейтун планировал запустить в начале фильма финальные кадры, а потом постепенно вводить зрителя в курс дела, но позже решил отказаться от этой идеи. Многие ошибочно полагают, что слово «ямакаси» имеет японское происхождение. На самом деле оно взято из языка лингала, который распространен в республике Конго. Ямакаси означает «сильное тело, сильный дух, сильный человек», а во французском языке «высокая энергия». Бруно Флендер сыграл роль полноватого, глуповатого, но при этом честного добрячка Мишлена. Образ Мишлена, хоть и занимает в фильме мало времени, является очень ярким и в большей степени комичным. Бруно Флендер принимал участие в сериале «Элен и ребята» и в фильмах Жанны Дарк 1999 года и «Мой путь» 2012 года. Огромное спасибо. Вы меня успокоили. Мы просто выполняли свой долг, мадам. Оставил бы меня с ней наедине, я бы ее так оттрахал, что она бы визжала. Мой Климт! Украли моего Климта! Какой Климт? Бойтесь молчать! Фильм Ямакаси «Новые самураи». Сюжет.
7 молодых парней-трейсеров, музыкант, танцор, ракета, паук, пушок, бейсбол и бык, Ямакаси, кумиры молодежи. Им стараются подражать, но с одним из фанатов Ямакаси, мальчиком Джамелем, происходит беда. Во время попытки повторить один из трюков трейсеров мальчику стало плохо. У него больное сердце, и если не сделать трансплантацию сердца, он умрет. Есть только одна возможность сделать трансплантацию, но это незаконно, требуются огромные деньги, которых у семьи Джамеля просто нет. После этого мать Джамеля пытается покончить жизнь самоубийством, но Ямакаси удается ее спасти. Они узнают о случае с Джамелем, приходят к врачу и обещают собрать необходимую сумму к нужному времени. Выясняется, что врач действует через посредников, и один из Ямакаси крадет их адреса. Трейсеры решают устроить ограбление этих посредников, украденные вещи продать, а деньги принести врачу. На первые 6 ограблений Ямакаси разделяются на команды, а при 7-м ограблении объединяются. Цель последнего и 7-го ограбления – заместитель министра здравоохранения. Ямакаси врываются в дом, обезоруживают охранника и начинают собирать вещи. В это время дом оказывается оцеплен полицией и начинается штурм здания с целью поимки грабителей. Ямакаси удается убегать от полиции, пока они не передают награбленное своему другу, толстяку Мишлену, и после этого они сдаются. Позже они дают ложные показания в полиции, и один из сотрудников полиции, Асмин, их друг, признает, что они говорят правду. Парней отпускают, и Асмин отправляется с ними в больницу. Врач заявляет, что договор не был выполнен. Парни опоздали на несколько минут, и сердце Джамель не получит. Но под угрозами Асмина врач меняет решение. В финале фильма Джамель получает новое сердце, и Ямакаси оправданы, и обещают Джамелю, что будут учить его, когда он поправится. А Асмин увольняется из полиции. Погоди, надо оставить ему что-нибудь для души. Слушай, дурак, это стоит всего золота мира. В отличие от более жестких и нервных социальных картин о беспросветности существования бедных кварталов французской столицы, Ямакаси «Нового самурая» предлагает облегченно оптимистический и чрезвычайно заводной выход из состояния ненависти, если воспользоваться названием известной ленты Матьё Кассовица. Оказывается, все можно преодолеть, как бы взлетев над городом, проделав очередной кульбит в воздухе, и эта магия драйва и иллюзия освобождения очень понравилась публике. Ямакаси «Новый самурай» 2001 года не тот фильм, который стоит рассматривать под лупой. Ямакаси легкий фильм, в котором важны эмоциональные планы и, конечно же, его основная фишка – паркур. На первый взгляд кажется, что Ямакаси «Свобода движения» только о паркуре, но я думаю, что он прежде всего об ответственности за свои поступки перед теми, кто тебе верит. Все события фильма начинаются из увлечения, которое понесло за собой последствия для ребенка с больным сердцем. И как же это прекрасно, что нашлись те, кто взял на себя ответственность за его спасение. Во сколько вы цените свою жизнь? В 20 тысяч? Будем щедрыми. 100 тысяч. Плюс 400. Получается 500. Все верно. Если через 2 часа у Джамеля не будет нового сердца, я прострелю твое. Ясно? Фильм «Ямакаси. Новый самурай» 2001 года рекомендую посмотреть всем и каждому. Для улучшения настроения, для получения удовольствия от просмотра волшебных трюков и прыжков профессиональных паркурщиков и отличного музыкального ряда. В фильме «Ямакаси. Свобода движения» можно увидеть множество элементов паркура, которые его молодые адепты впоследствии позаимствовали. По сути, «Ямакаси» представляет собой узкоспециализированное кино, которое по большей части посвящено именно паркуру. Если вам нравится паркур, чувство команды, сплоченность и французская изюминка, фильм «Ямакаси. Новый самурай» 2001 года для вас. А раньше мы восторгались подвигами 7 самураев и великолепной семерки. Теперь у них появились наследники. 7 покорителей небоскребов, Ямакаси, городские самураи нашего времени. У каждого из них своя фишка, а вместе они неуловимая команда героев. Паук, ракета, музыкант, бейсболист, пушок, танцор, бык. Ямакаси, новые самураи. Вперед! В темпе! Окружай их! Они здесь! Они здесь! Они здесь! Они были здесь!